С этого видео я начинаю новую серию. Мы поговорим с вами о жанрах фотографии. Если ты хочешь не просто нажимать на кнопку, а понимать, что снимаешь, ты по адресу. И начнем мы не с банального портрета или репортажа, нет. Сегодня фотоимпрессионизм. Направление, где важны не пиксели, а чувства, не фокус, а настроение. Что это вообще такое? Чтобы понять, откуда он взялся, давайте немного углубимся в историю. Все началось с живописи. Конец 19 века, Франция. Группа художников Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей выходят на пленэр и начинают писать не предметы, а свет, цвет, мгновенное впечатление. Именно картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» и дала названию этому направлению импрессионизм. Это была революция. Люди привыкли к четким академичным работам, а тут размыто, шершаво и живо. Художники ловили ощущение момента, а не детализацию. Прошли десятилетия, и фотографы подхватили эту волну. Камера стала не только инструментом фиксации, но и средством творчества. Так родился фотоимпрессионизм. Уже в 20 веке фотографы начали экспериментировать с движением, светом и расфокусом. Среди пионеров Эрнст Хаас. Он первым доказал, что размытое изображение может быть осознанным художественным приемом. Еще один легендарный автор – Фриман Паттерсон, чьи работы напоминают сны. Он говорил: «Мне важно не то, что я вижу, а то, что я чувствую». В России это направление ярко представлено в работах Евгения Кравцова, мастера поэтичных пейзажей и туманных лесов. Так. А как это снимается? Вот 5 техник, с которых стоит начинать. Длинная выдержка плюс движение камеры. Водите камерой во время съемки как кистью. Съемка через преграды. Ткань, стекло, капли воды – все, что создает искажение и фактуру. Намеренный расфокус. Забудьте о четкости, ищите мягкость и акварель. Игра с бликами и засветками. Солнце в кадре, отражение, свет от фонарей – все это рисует фотографию. Множественная экспозиция. 2 и более снимка в одном кадре, наложение сюжетов и эмоций. Каждый кадр – эксперимент. Иногда он превращается в магический сон, иногда в хаос, но это и есть искусство. Фотоимпрессионизм – это когда ты не просто снимаешь, а переживаешь. Он не про пиксель-перфекционизм, он про внутренний отклик, про то, чтобы передать настроение, тишину, дыхание момента. Попробуйте, возьмите камеру, поставьте длинную выдержку, двигайтесь, изобретайте, снимайте или фотографируйте сквозь мокрое стекло или склейте 2 снимка, разрешайте себе творить. Если вдохновились, ставьте лайк, подписывайтесь. В следующих выпусках расскажу также вкратце о других жанрах и стилях фотографии. А пока выходите на улицу и снимайте сердцем. До встречи, друзья, и новых творческих вам свершений! И да, ты же путешествуешь с камерой. Даже не важно, на другой материк или в соседний микрорайон. У меня для тебя есть подарок. Я собрал набор своих любимых travel-пресетов для Lightroom и камеры RAW. Это пресеты, которые я сам часто использую, чтобы фото сразу выглядели насыщенно, стильно и атмосферно. Один клик, и у тебя уже готовый кадр, которым не терпится поделиться. Пресеты бесплатные, просто переходи по ссылке в описании, а если смотришь на ТВ, нажми на паузу и переходи по QR-коду и забирай подарок на сайте. Это самый простой способ прокачать твои фотографии, особенно если ты не хочешь в цветокоре сидеть часами.